Всем привет, вы на канале Na'Vi Fortnite. Сегодня нам зададут пару вопросиков, и мы также подведем итоги 2020 года. Приступим. Когда есть такая легкая мышка, твой прицел становится как бы твоим оружием. Мне кажется, эта мышка это next level. Итак, вы сами сказали, вам все равно с чего начинать, поэтому начнем мы с разговора о том, каким был, собственно, 2020 год для вас. Я хочу, чтобы для начала вы просто оценили прошедший год по 10-бальной шкале и объяснили мне, почему именно такую оценку вы ему поставите. Начинайте по очереди, кто больше хочет первым. Первый пузырик. Все. Фред? Няш. А что вообще делать надо? Я убирал вещи. Отвечать на мои вопросы. И всё? Да. И все, пока все легко. Угу. Ну, 2020 год я его оценю на 8 баллов, потому что я перешел на другой уровень игры, так сказать. Я начал играть с англоговорящими игроками. Я много чего изучил из их игры. Вот, и все. Если абстрагироваться от того, как ты сам развивался, вообще вот эти все события, локдауны и так далее, они не омрачили твоего впечатления? Жестко повлияло на игру, потому что, допустим, многие русские игроки хотели, допустим, поехать на буткемп, а из-за того, что сейчас коронавирус, соответственно, никуда нельзя выехать, и все сейчас живут в Рашке или там, в Украине все, в русскоговорящих странах, и, соответственно, на маленький пинг не получится поехать и отыгрывать с хорошими условиями. Хорошо, Тор, что ты скажешь? Ну, я, наверное, этому году поставлю оценочку 7 из 10. Как минимум для меня этот год был нормальным, и не хорошим, и не плохим, потому что я вступил в Na'Vi, появились хорошие результаты. А если оценивать вот тоже как год, коронавирус вначале мне помог, потому что я больше начал играть в игру, смог поехать на буткемп в Петербург, не боясь за школу. А потом уже как-то корона так подруинила, потому что планировали на буткемпы в другие страны ездить на маленький пинг, но не получается из-за короны. Поэтому 7 из 10. Я знаю, что еще из-за ковида Epic Games отменили Fortnite World Cup, и, Да, по да. сути, это довольно сильно повлияло, наверное, на киберспортивную составляющую. И вот хочу у вас узнать, насколько вообще вы ощутили именно с турнирной точки зрения, что появился ковид, потому что, к примеру, на составах ПКС и Доте это отразилось очень сильно. Было ли так же у вас? Ну, вообще, честно сказать, World Cup сначала я когда увидел, что его отменили, такой, в принципе, ничего обычного, потом понимаю, что это плохо. Ну, сейчас будут более стабильные турниры, весь год будет в трио на КС. Они наконец-то нашли, точнее не нашли, а выбрали формат, единственный, который будет по ФНКС. Чтобы все устаканилось, никто там не менял себе дуус, триус, склады, чтобы подстраиваться под игроков. Так, я думаю, да не особо что-то поменялось. Они призовые, мне кажется, также вливают, только уже в онлайн-турниры. Был, на самом деле, очень большой поток онлайн-турниров. Наверное, Fortnite, он самый большой из всех дисциплин. Мне интересно, из всех этих турниров, какие достижения вы бы выделили за прошедший год, каждый для себя? Ну, Путрик там уже про одно начал говорить, но все-таки что для вас важнее всего было? Да нет таких каких-то достижений прям, которые выделить можно. Просто все турниры стабильно отыгрывал, и все. Ты говорил, ты попадал там в топ-10 какого-то турнира, что это было? Ну, это, наверное, там кэшкапщики. Ну, вот топ-10 это то, что ФНКС Трио, это, скажем, общий там топ-10. И вот из-за того, что мы живем, грубо говоря, в России, я бы мог, конечно, взять лучшие призовые. У меня каждую игру жесткий пинг там был, пакетлосило. Ну, наверное, в это и выделить. То, что очень хорошо сыграли. Очень хорошая сыгранность с Триусом была. Ну, только я бы не сказал, что это достижение, но вот после того, как выиграли Мистер Savage Cup, вот получше пошло, так сказать, в турнирах. И, все, в принципе, больше нет никаких достижений, просто стабильно играл.
Сколько вы примерно в месяц играете турниров сейчас? Я думаю, в месяц турниров 15, я думаю, точно мы играем. Суммарно призовые свои за год вы считали? Я не знаю, сколько Ну, за год. я могу сказать, сколько я за год. Я за 2019 выиграл 9 тысяч, а за этот где-то 21, плюс-минус 22. В 2 раза, получается, вырос. Путрик, это только ты неорганизованный, понял? Другие считают свои деньги. Я не считаю. У меня мама считает деньги. Вы уже сегодня говорили немного про киберспортивное развитие Fortnite, но она же развивается еще и для казуалов. И вот мне интересно, Fortnite, какая она была год назад и какая она сейчас? Это одна и та же игра или она на самом деле изменилась, как с сезонами, с метой и со всем? Вот что вы можете сказать? Но игра жестко изменилась, потому что когда были первые сезоны, Fortnite делали все, чтобы просто, понравилась игра людям, то есть они добавляли практически каждую неделю новые патчи, писали их, самое главное, потому что сейчас, когда выкатывают какое-то обновление, сейчас не пишут никакой патч, то есть ты должен сам догадаться, что добавили, что убрали и так далее. А сейчас делают все для казуальщиков, для людей, которые играют паблик, допустим, обновления с Марвелом, там всякие необычные перчатки Железного Человека вообще, которые в компетитиве не должны быть и так далее. То есть сейчас игру больше делают для обычных людей, меньше, чем для компетитива. Это плохо или хорошо, с вашей точки зрения? Ну, с моей точки зрения, то, что я играю компетитив, для меня это, конечно, плохо. Если там добавляют какого-нибудь робота, который просто будет бегать, убивать всех, он будет один на карте, это очень плохо. А мне казалось, что такие вещи, как типа обновление с Marvel или там Герой ходячих мертвецов и команда американского футбола, это достаточно прикольно. А ты вот говоришь, что это наоборот противоречит тому, как игра должна развиваться. Что бы тогда ты хотел увидеть в Fortnite в дальнейшем? Ну вот как ты видишь этот баланс, чтобы было интересно и казуалам, и про игрокам? Ну, вообще, мне кажется, они должны добавить больше ивентов, потому что раньше у них очень много было ивентов, практически там каждый месяц обновления всякие на карте, была прикольная сюжетная линия, а сейчас, этого очень всего мало, и то есть неинтересно даже наблюдать за этим, потому что там, допустим, обновление может быть там раз в 2 месяца, и ничего практически не изменится в игре. Ну и также вот всякие вот концерт с Трэвисом Скоттом, то, что было, это реально было круто, то есть они реально старались. При том, что в игру они ничего такого плохого не добавили, просто жестко хайпили. Я считаю, что Fortnite все правильно делает на самом деле. И намного лучше делают, чем год назад, потому что когда выходили постоянные патчи, они даже не проверяли патчи. Выходил какой-то имбалансный предмет, турнир проходил с этим имбалансным предметом, благодаря этому предмету выигрывались многие катки и так далее. А вот насчет способностей, я не знаю, почему это плохо, это наоборот хорошо, мета меняется полностью, приходят новые игроки, которые понимают, как играть мету, старые, которые не понимают, уходят условно, или же хуже начинают отыгрывать. Я наоборот только за ради каких-либо изменений, чтобы способности добавляли, чтобы вообще, было больше месил, чтобы люди начинали больше думать. То есть, если больше способностей, больше предметов, люди начинают больше думать, и игра становится намного интереснее. Особенно со способностями, типа, насчет Старка надо его, если добавлять способности с Marvel связанные, там, условно, какие-либо способности немного подфиксить, некоторые бафнуть, и игра будет смотреться намного интереснее для обычного зрителя. И играть тоже будет прикольно, лично для меня. Звучит все логично. Тут уже так Путрик чуть-чуть затронул тему прикольных коллабораций по типу концерта Трэвиса Скотта, но были же еще интересные штуки по типу трейлер Довода или концерт рэпера Файка и клип BTS и все такое. Мне интересно, следили ли вы за этими событиями или смотрели только что-то одно вообще? И как ваше впечатление от таких штук? Мне кажется, за этим вообще никто не следит, если за супер каким-то глобальным ивентом, а так, если там, допустим, написано там концерт BTS на какой-то локации в 4 часа утра, то, мне кажется, за этим никто не наблюдает. Мне вот интересно, что еще могло бы привлечь, к примеру, твое внимание на таком же уровне? Какой-то артист, трансляция какого-то матча, что это может быть? Да, я не знаю. Ты что, только Трэвиса Скотта уважаешь из всех? Да не,
Очевидно, то, что если там был, допустим, мой любимый музыкант, то я бы его тоже смотрел, но И кто твой любимый музыкант? у меня много раз. Ну, все, короче. Патрик, ты усложняешь очень сильно ответы на простые вопросы. Это сложный вопрос, сложный вопрос. Это не Меня сложно. загнали в ловушку. Да, ты попался просто. Регулярно, когда с вами обсуждают игру, вы говорите о том, что есть там всякие недоработки, баги и так далее. Что нужно сделать эпикам, чтобы в 2021 году про-игрокам было приятно и интересно играть в Fortnite? Не знаю, лично для меня, да, мне все время будет интересно играть в Fortnite, что бы они ни добавили, что бы они ни изменили, мне постоянно интересно играть в Fortnite. Я понимаю с каждым сезоном, что я люблю игру, а не мету. Я люблю не сезон, я люблю просто игру и люблю в нее играть компетитив вообще. Мне все, что нравится в Fortnite, это компетитив, отыгрывание лейта и турниры. Я по уши влюблен, я бы сказал, что в эту игру. Что изменить? Ну, вот иногда только действительно вот баги надо начать исправлять, и все, это будет идеальная для меня игра. А тебе как про игроку вообще не интересны внутриигровые ивенты по типу там был с погружением карты под воду и все такое? Не, почему? Это тоже интересно, но, опять же, я в игре нахожусь ради того, чтобы турниры играть. Ивенты тоже интересны, но эти ивенты больше сделаны для игроков, которые приходят отдохнуть в этой игре, а не соревноваться. Ты заговорил про соревнования, и я читала, что стример Ninja, он очень критиковал Fortnite за отсутствие какой-то профессиональной лиги и вообще вот этой градации игроков-казуалов и игроков, которые играют на профессиональном уровне. И, собственно, как вы думаете, нужна ли Fortnite какая-то четкая турнирная система и действительно, может быть, лиги, которые в последнее время очень популярны в киберспорте? Если он даже и критиковал, то я вот честно не знаю, надо ли это Fortnite. Я единственное, ради чего топлю, чтобы они сделали единственную систему подбора, условно, для триусов и единственную систему поинтов. Но эту систему поинтов еще нужно найти. Так, я не знаю насчет лиг. Смысл от этих лиг. В плане каких именно лиг? Чтобы там какие-то организации инвайтили или в каком плане? Ну да, чтобы, условно, организации получали прямые инвайты на турниры, чтобы, возможно, были какие-то типа revenue share. Знаете же эту систему, как, например, в Counter-Strike, что есть там у Blast своя лига, игроки играют на турнирах этой лиги, она транслируется, и они за это получают какие-то деньги. То есть клуб получает, и, соответственно, игроки получают. Могло бы такое работать в Fortnite или нет? Ну, я думаю, да, могло бы. Это бы улучшило Fortnite также. Но над этим надо очень, очень много думать, потому что Fortnite очень трудная игра в плане лиг, турниров, систем поинтов. Угу. Пудрик, ты что думаешь? Ну, вообще, я думаю, то, что инвайтить организации не стоит, потому что каждый месяц приходят новые игроки, и они показывают себя, то есть и каждый месяц могут быть игроки, которых ты не знал, но они будут хорошо отыгрывать все турниры, соответственно, они могут себя показать, также то, что их увидят другие организации и так далее. А то есть, если сделают инвайты оргам, то, соответственно, они играть просто не смогут, и все. И показать себя также не смогут. Немного о том, какие у вас планы на следующий год, и личные, и что касается Fortnite. Ну, не знаю насчет планов. Насчет планов у меня в Fortnite что? Точно по поводу медийной составляющей, условно, на своем Твиче, сделать так, чтобы у меня постоянно был средний онлайн 1000. Вот это в плане медийной составляющей. Дальше развить остальные соцсети. По медийке нет каких-либо целей там по подписчикам и так далее. По поводу игры сделать так, чтобы мой триус был стабильным и постоянно хорошо отыгрывающим. То есть на всех турнирах условно занимать определенный плейс, чтобы доказывать не только себе, но и остальным, что мы действительно в топе не просто так. По поводу личной жизни, у меня в планах на этот год очень хорошо выучить английский, чтобы я полностью свободно на нем разговаривал. Что еще? Найти какой-либо, не знаю,
может спорт, может скачалку хотеть начать, но вот коронавирус тоже мешает. Чтобы спортом заниматься, не только сидеть на стуле, потому что это очень сильно потом в жизни помешает. Проблемы будут со здоровьем. Вот какие-то такие пока что планы. Я бы сказал, размыленные. В 2021 году у меня планы это просто продолжать играть в игру, хорошо отыгрывать все турики, по возможности выиграть хотя бы один глобальный турик. Также хотя бы побывать в других странах, возможно, даже на буткемпе, и начать ходить в качалочку. Спасибо за просмотр данного видеоролика. Спасибо всем тем, кто смотрел и болел за нами в этом году. Надеюсь, что следующий год будет намного лучше, чем этот. Всем спасибо, всем пока.